Я приветствую вас, с вами Лика. Тема нашего расклада сегодня – ты и он. Посмотрим на будущее ваше, да? Как будут развиваться отношения, к чему вам быть готовой. Вообще посмотрим, что скажут карты о вас и о загаданном мужчине, да? О котором вы хотите сегодня услышать информацию. Сделаем сигнификацию, посмотрим, какая между вами энергия сегодня. Вообще, что между вами происходит. Есть ли отношения, да, и какие, чтобы понимать, ваш ли сегодня расклад. Что ж, давайте приступать. Что между вами, да? Туз кубков. Между вами сейчас только начало. Только все завязывается, как говорится, да? Только увидели сердцем человека, влюбились. Новый этап отношений. Наполненность. Возможно, для кого-то это было исполнением желания. Вышла королева Пентаклей, поэтому, да, это ваше было исполнение желания. Вы хотели новых отношений, нового человека в свою жизнь. Хотелось любви. И по тузу кубков скажу еще так, что вы сейчас очень наполнены, сердце ваше открыто к этому мужчине. Королева Пентаклей – женщина, которая хочет уже серьезных отношений. Не просто влюбленности, не просто цветочных букетных периодов, да, которых уже было в жизни достаточно. Скажу так, за вами часто ухаживали мужчины и разного статуса. До сих пор вы проходите, да, где-то среди людей, и мужчины, говорю, смотрят на вас как на самодостаточную женщину, такую яркую, от которой идет энергетика такая тепла, заботы. По королеве Пентаклей скажу, что вы женщина, которая добились уже многого в своей жизни. У вас есть фундамент под ногами. Я всегда говорю так, да, и это так и есть. Когда женщина самореализовалась, она знает уже, чего хочет. И это самое главное, потому что когда женщина независима здесь, да, достигла уже самостоятельности, то в любви она уже строит совсем все по-другому. Отношения строятся уже по-другому, понимаете? Нежели когда ты ждешь от партнера больше, чем от себя, вот так могу сказать. Вы та женщина, которая не ждете сейчас от него золотых гор. Не ждете, что он вас покорит прямо сильно. Потому что вы уже самодостаточны, еще раз говорю, но вы готовы к тому, чтобы открыться мужчине, вас, который достоин. Вот так. Ну, башня говорит о том, что сильный перелом произошел. Когда этот человек появился в вашей жизни, вы многое смогли отпустить. Вот в личной жизни у вас не складывалось. Последние годы я вам могу сказать, что не было личной жизни той, которую вы бы хотели. Сейчас исполнение желания идет то, что он перевернул ваш мир. Во-первых, он мог ворваться в вашу жизнь и просто все с ног на голову перевернуть. Вы увидели то, я говорю, вот потому что, как я вам сказала, разного статуса притягивались люди, и иногда вы, ошибались, да, все ошибаются, и вот вы видели в мужчине прямо, когда он, говорю, вот пыль в глаза мог пускать, это также про прошлое, да, сейчас отношения идет речь, и вы видели, вы только самое чистое и светлое, не замечали того, что этот человек вами мог пользоваться, с каким-то расчетом или корыстью возле вас находился. Но этот мужчина, придя в вашу жизнь, он просто все перевернул. Вы как бы открыли глаза на то, кто вообще раньше с вами был. Потому что, я говорю, сейчас вы достойны человека вам подстать. Тот мужчина, который вас будет ценить, любить и уважать. Видеть в вас настоящую женщину. Не та, которая создана только для того, чтобы родить ему детей, стирать, убирать, быть, как говорится, прислугой. Да? Возможно, кто-то вас так видел раньше. Поэтому вы стали на основе всех тех отношений такой сильной, такой независимой. Вы поняли, что я могу сама многого достичь, я могу себе дать многое. Но и мужчина должен меня уважать.
вровень со мной идти, вровень со мной решать все вопросы в этой жизни. И вы думали, что, скорее всего, таких мужчин в вашем окружении нет и навряд ли будет. Я говорю, вы прямо верили только в себя. А в отношения, в глубине души, конечно, хотелось любви. И вот сейчас он пришел, он изменил ваше мнение. Ваш мир изменил. Да, 10 кубков вышло. Как я и говорю, у вас сейчас появилось чувство, что наконец-то это тот человек. Хотя вначале, говорю, вы могли сомневаться. Потому что привыкли, что люди приходят, мужчины притягиваются те, которые от вас всегда что-то хотят. Чтобы вы давали. Чтобы вы, потому что от вас, говорю, у вас в характере вы очень добрый человек. У вас сердце такое, знаете, вот готово всех спасать, вытягивать, помогать в разных ситуациях мужчинам, когда они там опускают руки, да. То есть вы заботитесь с материнской еще стороны. И притягивались, возможно, говорю, такие люди, которые, говорю, вот на которых вы не могли положиться, на таких мужчин. И сейчас вас наполняют эти отношения. Но он, говорю, он перевернул ваш мир и показал прошлое ваше с другой стороны. Вы многое, говорю, для себя сделали сейчас вывод. Во-первых, вы нашли ответы, почему такие мужчины притягивались к вам. С этим мужчиной вы поняли, что когда я стала самостоятельной, да, то есть не завися ни от кого, не завися от их мнения, как мне, допустим, примером, да, стоит одеваться, стоит ходить и так далее. Вы себя полюбили, вот, грубо говоря, да, и четко, чтобы объяснить, вы себя полюбили. Раньше вы ковырялись, не могли понять в себе, да, постоянно искали какие-то изъяны из-за человека, который, допустим, в прошлых ваших отношениях был. Он, возможно, сильно тоже внес в вашу жизнь прям переломный момент, когда вы осознали, я говорю, что я хочу быть самостоятельной. И это хорошо, потому что вы выросли в том плане, что вас сейчас уже не сломить. Если вам скажет сейчас человек, ты там не такая, вы будете в первую очередь о себе думать о себе, что раз я тебя не устраиваю настолько, значит, ты не мой человек. Вы уже не будете смотреть сквозь призму доброты и наивности на отношения. Вы считаете, что я достойна лучшего. И это достойное сейчас к вам идет. А наивность у вас была, да, вот по наивности вы многих подпускали в свою жизнь, открывали сердце, доверяли людям, мужчинам, да. Возможно, я говорю, рассказывали какие-то такие моменты человеку, что он сначала это воспринимал, вам поддакивал, подыгрывал, даже скажу так, а потом разбивал вам сердце. Когда вы понимали, что это не тот человек, он просто одевал маску, которая была ему выгодна, пока он приспосабливался возле вас. И такое тоже. Но этот мужчина, я говорю, он как, во-первых, помог вам обрезать все это до конца, подтвердив еще раз, что вы все правильно сделали. Но вы еще, говорю, многое узнали на данный момент. Вообще о себе, о своих отношениях с мужчинами. Но он сейчас вас наполняет по 10 кубков. Вы очень сейчас рады этой встрече, рады этому человеку в своей жизни. Поэтому где-то, наверное, вы уже понимаете, что он не зря пришел. Поэтому и смотрите такие расклады. Император. Теперь поговорим о мужчине. Мужчина этот очень серьезный. Почему я говорю 2 раза повторила, да, или несколько раз, то, что вам подстать. Вы уже где-то для себя, по исполнению желания, да, то есть, значит, вы формировали образ мужчины, которого вы хотели с собой рядом видеть. Возможно, говорю, вы не верили, что он придет, потому что, говорю, столкнулись уже не раз с людьми, теми, которые вас обманывали, да, ненадежные и льстивые, и играли в свою игру. Но в глубине души, говорю, вы мечтали о серьезном подходе, да, к серьезным отношениям к человеку, который вас оценит. Оценит не за качество, потому что я скажу вам, по королеве Пентакли вы хорошая хозяйка, вы умеете вкусно готовить. Если даже, допустим, не умеете, да, какие-то блюда, вы всегда будете искать их в интернете, чтобы удивить любимого человека, да, своего партнера. Вы стараетесь выглядеть хорошо. Даже если нет времени, вы все равно выделяете себе время где-то маску сделать, там на маникюр сбегать. То есть привести себя в порядок. И у вас все работает как-то вот, как слаженный механизм. Вы и
сексуально привлекательная женщина. Внешне стараетесь за собой следить. В доме уют и порядок, у вас чистота. Вы ждали человека, который не только эти качества вас оценит, потому что, я говорю, вы давали очень многое. Предыдущему партнеру вы давали прямо все, вы себя отдавали. Почему, говорю, вы стали такой? Независимой. Вы устали. Ценили вас только то, что вы удобны. Не любовь, не... Ну, возможно, была симпатия, конечно, какие-то ухаживания, и, возможно, уважение и было. Я не говорю, что совсем все было плохо, но вы не получали ничего. То, что на самом деле хотелось. То есть не вы вкладывались, думали на то, что любовь и должна такая быть. Но со временем вы поняли, что это не так. И стали, говорю, ценить себя. И вы, вот, говорю, формировали мужчину, который надежный. Но надежный в каком плане? Что я могу ему довериться, что он увидит во мне черты и качества те, которые женщины. Что я ему нужна как женщина. Настоящая женщина. Что я нежная, добрая. Со мной хорошо. Там, я позитивная, да, ну и так далее. Да, я сейчас не буду все перечислять, вы понимаете, о чем я говорю. Чтобы он это увидел в первую очередь. А не то, что я практична и удобна, еще раз говорю. Я говорю, вы боялись. Вы боялись, что такого мужчины не будет. Но мужчина, который пришел сейчас в вашу жизнь, он, говорю, прям парадигмы все сломал, которые вы уже, в принципе, выстроили. Вы перестали подпускать к себе мужчин. Лучше я буду одна, чем с кем попала. Вот такой у вас был уже, как говорится, девиз вашей жизни. Ну, возможно, кем-то были какие-то интимные отношения, но это не то, что вы подпускали серьезно. Вы уже не строили планы, чтобы с этими людьми что-то вообще серьезное сделать на будущее. И вы боялись, но он пришел. Этот мужчина пришел в вашу жизнь. По девятке мечей вы даже, говорю, долгое время очень много в себе ковырялись. Вот слово такое подобрала, потому что по-другому никак. Вы все копали. Почему я? Это в прошлом у вас было. Что со мной не так? Вы задавали себе вопрос. Почему? И вы нашли ответ. И, говорю, очень много сейчас вы поняли. Знаете, мужчина, которого вы встретили, самое что интересно, у него в жизни похожая ситуация. Знаете, почему вы, когда он пришел в вашу жизнь, этот император, почему вы сомневались насчет него тоже? Хотя он уже отличался вообще от мужчин, которые, ну, как бы вам, может быть, даже, он, как сказать, не в вашем вкусе был, даже так могу сказать. Он уже был не такой, как все. Это первый был звонок того, что этот человек в вашу жизнь пришел не просто так. Почему вы сомневались в самом начале, что он такой же, да, там, может, играет какую-то свою игру со мной или будет играть какую-то игру? Потому что он был закрыт. У него в жизни произошло тоже очень много того. Вот вас вообще свела судьба, я скажу так, потому что, ну, две половинки. Сейчас дальше рассмотрим, но я думаю, уже так и есть. Что он закрылся и работал в направлении, да, для себя, развития для себя. Вот, то есть создавал он свой мир сам. Возможно, сейчас имеет и статус очень немаленький на работе. Люди его уважают. Даже, скажу так, многие его... Можно подумать, что его уважают, но его боятся. Его слово очень много знает. Он авторитетный человек для многих в разных кругах. Этот человек очень серьезный. Но эмоциональная сторона в его жизни тоже приобрела такую модель уже, да, существования, что он закрыл ее. Закрыл от всех. Также здесь идет о том, что он рассматривал только в плане интима, ну, времяпрепровождения каких-то, может быть, вечеринок, может там, да, ну, возможно, в отпуск мог съездить, там какой-то, покрутить роман, и все. Он не давал никому надежды, и он давал это сразу понять. Многие пытались этого мужчину завоевать, но он тоже не давался никому. И у него был страх, что, подпустив кого-то в свою жизнь сейчас, я просто все себе испорчу. Мне кто попадя не нужен. Особенно кто, ну, возможно, из-за материальной сферы на него смотрели, потому что у него тоже в достатке все это есть. Я не могу сказать, что он имеет
большие там счета и загородные дома, да, сейчас не об этом речь идет, но у него в материальной сфере все стабильно. Ему тоже, когда вы встретились, многое он пересмотрел. И вот здесь у него начало открываться сердце. Смотрите, как у вас карты, да, идут по сигнификации. По башне для вас это произошло. Вы как бы ждали, может быть, молились, может быть, просили. Все-таки, говорю, где-то от сердца, в глубине души вы хотели счастья. Все есть, хотелось бы все-таки, чтобы и любовная сфера наладилась, да, личная жизнь наладилась. И ворвалось это так, что вас это даже где-то, игру прямо вот как молнией поразило, когда вы поняли, вы уже открыли сердце этому человеку, вы поняли, кто он для вас. Этот мужчина, с которым я чувствую себя хорошо. Но головой, да, вы, конечно, боялись. Ум всегда работает немножко по-другому, да, нежели сердце. И у него похожая ситуация. Ваши страхи с ним совпали в том, что у него определенная тяжесть была обязательств. Да? В свое время он ее просто не хотел эти брать уже обязательства, отношений серьезных на себя. Но вы его покорили. Смотрите, как он из императора стал королем чаш. А у вас десятка. Но вот в данном случае у вас отношения находятся на развитии того, что вы друг к другу сейчас присматриваетесь, и у вас очень похожее прошлое. Но то, что вы сошлись в тот момент, я говорю, когда у вас у обоих не было желания уже что-то строить, вам судьба преподнесла большой подарок. Сюрприз. Поэтому по башне так это резко произошло. И он сейчас понимает, что с ним происходит. Он формируется сейчас, говорю, в чувственного, в любящего, в доброго, ласкового человека, понимаете? Мужчину, заботливого. И вас наполняет это все. Давайте посмотрим вообще, куда ведет вас дальше отношения. Да, вот мы видим развитие. Уже есть начало хорошей, чистой любви, я скажу так этому. Что дальше? Сила. Ну, давайте посмотрим, что к силе у нас идет. Замечательные, конечно, карты. Сила этого, я говорю, еще раз повторяю, то, что это вас укрепило еще больше. Он пришел для того, чтобы подтвердить, что вы правильно прошли путь. Я говорю, возможно, вы в себе сомневались, как я и говорила, да, что никому я не нужна и так далее. Вы долго копались. В итоге вы выросли, стали мудрее, сильнее и начали любить себя. Здесь эта карта сама за себя говорит, даже по изображению. Вы теперь уже не та, которая была раньше. Вас уже не интересует, вас уже не возьмешь тем, что вас брали предыдущие партнеры, завлекая вас какими-то, может быть, даже наивными, абсурдными моментами, про которые вы сейчас вспоминаете, уже с улыбкой, не со слезами, не с болью, да, в душе и в груди, и в сердце, а уже вспоминаете это, говорю, с улыбкой. Мудрой женщины. Вам все ваши переживания, боли, страдания дали большой опыт, и вы это осознали. И этот мужчина, придя в вашу жизнь, подтвердил это еще раз. Он идет с очень серьезными отношениями в вашу жизнь. Это намного больше, чем когда-то вы либо видели в своей жизни. С этим мужчиной вы идете в очень сильный союз. Скажу так, что вы, когда сейчас уже начнете создавать свои отношения дальше, да, укрепляться, вы будете через 1-2 года поражены тому, насколько вы одно целое, какая вы крепкая команда. Вот скажу так. Именно команда, партнеры. И вы заслуженно сейчас получаете то, что к вам идет. Вот скажу еще так. Это сильные карты. Я говорю, сила и иерофант вместе – это очень сильные карты. Да, у вас впереди, пошуту сейчас, вот новый, следующий ваш этап развития, вот мы на это, да, сегодня смотрим. Любовь зародилась, чувство уже есть. Это замечательно. Вы мудро смотрите на это. Но следующий ваш этап – это очень серьезные отношения. Возможно, говорю, вы даже не будете еще понимать, насколько все серьезно. Пока не будете понимать, что это ваша именно истинная половинка пришла. Что это тот мужчина, который с вами должен быть. С которым вы должны быть. Одиночество ваше внутреннее, поиски заканчиваются. Все. На этом мужчине искать кого-то уже больше не придется. Потому что
Я говорю, тут и сила, тут и иерофант, и отшельник. Это вообще посмотрите на ряд. Это 4 старших аркана. Сами, да, видите? Это начало новой жизни, начало нового этапа. Пути, которого вы так давно искали. Ну, может быть, вы сейчас думаете, ну, я не искала никого, да, жила, дожила. Нет, это именно ваша душа. И у него, и у вас запрос был найти друг друга, и вы нашли. Сейчас, я говорю, вы нашли того человека, который именно по душе вам. Это контракт вашей души, скорее всего, с тем человеком, с которым вы должны были здесь встретиться. Но до этого нужно было пройти определенные испытания, скажу так. Набраться опыта, набраться мудрости. Потому что если вы встретились, возможно, раньше, это было, возможно, бы этого не произошло. Потому что вы, говорю, были не готовы. И вот этот ответ тоже к вам пришел, к тому, ну, или придет в ближайшее время. Почему так долго? Почему его не было? И много-много, потому что когда вот начнет у вас сейчас развиваться вот это тепло, вот эта любовь и счастье, которое вас накрывает и будет накрывать, вы будете смотреть на него и задаваться вопросом, а как так-то? Я говорю, и ответ вот этот и есть. Один из ответов по башне пришло тогда, когда вы были к этому готовы. Потому что вы должны были многое пройти, и он должен был многое пройти. Самое главное, вы научились давать то, что у вас теперь есть, любить. Потому что раньше, что он, что вы, либо жертвовали собой в отношениях, и вы считали это за любовь, отдавали себя просто так, не ценя себя. Это говорит о том, что любви у вас не было к себе. А значит, и любить, просто жертвуя собой, это уже одностороннее, да, состояние. Но сейчас вы умеете любить, и вы можете эту любовь дать. Теперь вы понимаете, как она выглядит, как ее чувствуешь, и как это все происходит, и как должно происходить. То есть вы достигли уровня того, я говорю, что у вас духовно зрелые отношения. Не только в физическом, материальном плане вы можете строить, но и духовно осознанные отношения. Это очень важно. Потому что физика, она есть. Можно держать сексом, можно держать материальным, да, чем-то, но со временем оно это все может утухнуть, затухнуть и потеряться. А духовная, когда разгорается истинная вот эта вот связь, ее уже ничем не уберешь. И если, конечно, целенаправленно это не губить. И вот душа ваша искала именно этого мужчину. И у него также. Потому что иерофант, ну, говорю, старшие арканы говорят за вашу сейчас обоих судьбу здесь. Во-первых, вы с ним в будущем сейчас перестанете доказывать самой себе, что вы самая сильная женщина на свете. С ним наконец-то вы сможете расслабиться. Это будет ваша первая победа в жизни, когда вы наконец-то почувствуете рядом человека, который вас не предаст, вас не подставит, что он с вами не играет, он вами не манипулирует. Потому что вы будете уже чувствовать, говорю, душой и сердцем искренность его. Вы будете видеть его насквозь, его глаза. Будет как зеркало души. Мир, который вы начнете с ним строить, вы будете в безопасности с ним. Уверенно в завтрашнем дне. Даже если, говорю, будут какие-то у вас моменты, мысли у вас, да, как у женщины, что, а что, как, где-то будут какие-то еще, если сомнения приходить. Этот мужчина постоянно будет вам доказывать о том, что на него можно опереться и положиться. Это и защитник. И будет удивлять вас своей романтикой, своими какими-то подарками, возможно, сюрпризами такими, которые вы никогда в жизни не получали. Потому что вас недооценивали. Он вас ценит и будет ценить с каждым днем, радоваться вашей жизни вместе. И этот человек будет делать для вас очень много интересного. Но также по двойке мечей скажу, что если даже будут возникать какие-то конфликты по рыцарю мечей, да, если возьмем, ну, какие-то ссоры, да, никуда без них, бывает, что не то, что ссоры там, а недопонимания какие-то, то у вас это будет сразу сходить на нет. Вот настолько, я говорю, будут отношения построены на духовном, осознанном восприятии друг друга как личности, как души, которая половинка моя, что не будет таких моментов, что там в пух и прах. Решаться будет, я говорю, поругались, или, ну, я надеюсь, не будет, да, никаких, всем желаю всегда гармонии.
что-то произошло, недопонимание, что-то он сразу этот момент исправит. Вы даже не успеете понять, что что-то у вас недомолвки. Либо открыто поговорите всегда. Вы научитесь слышать друг друга. Будете слышать друг друга. Понимать. То есть не будет, что человек закрылся и молчит, обиделся. Каждый будет из вас высказывать свое мнение, но вы будете находить компромисс. Тем самым рыцарь мечей у нас здесь опускает меч, а не несется, сломя голову, как в классической колоде. Это замечательно, понимаете? То есть отношения, грубо, строятся на уважении, любви и честности. Давайте посмотрим совет для вас, потому что карты идут хорошие, и думаю, смысл дальше что-то разбирать. Девятка Пентаклей говорит, вот смотрите, здесь мужчина изображен, но так как у нас начался расклад с того, что вы и он достигли определенного уровня уже в этом материальном мире, да, как личности, закрытые, самостоятельные. По девятке Пентаклей здесь то же самое. Хочу сказать, что сейчас у вас мир вашей комфортной, стабильной жизни, в которой вы привыкли жить уже, которую вы создали, меняется, потому что вы встретили. По рыцарю жезлов резко идут перемены и очень будут резко набираться обороты вашей личной жизни. Прям сильно будет, сейчас говорю, все происходить колоссально быстро. Потому что по влюбленным вы встретили, говорю, родственную душу. С вами будет человек, с которым, говорю, союз заключен на небесах, как я всегда говорю. Влюбленная карта здесь, она это показывает именно истину. Что вы встретили своего человека. И ваш этот мир меняется. И будет меняться колоссально. Но только в хорошую сторону. Вот так сегодня говорят карты. Хороший расклад сегодня был. Поэтому желаю вам, чтобы все укрепилось. И сердце было наполнено любовью, гармонией и счастьем. С вами была Лика. Благодарю всех, кто приходит смотреть мои расклады, заходит на мой канал, остается со мной, пишет комментарии. Пишите обязательно, потому что обратная связь очень важна для меня. Очень ценно каждое ваше слово. И с нетерпением жду с вами встречи. Всего самого хорошего, дорогие мои.